Итак, здравствуйте, дамы и господа. Сегодня решил записать такой небольшой ролик. Это, опять же, сделаем как цикл. То есть, потому что, ну, все в один ролик укладывать, это будет очень долго, и я думаю, будет довольно скучно. Ну, а мы сегодня поговорим. Есть такая вкладочка у нас в отряде, это фильтры. И вот поговорим по фильтрам, немножечко поговорим о героях, которые он нам представляет. Ну и начнем, давайте вот. У нас сегодня будет перерождение, здоровье, блок иммунитет и исцеление. Вот такие 5 вкладочек мы разберем. Ну и давайте начнем перерождение. Здесь он мне выдает совсем немного героев, но каждый из них примечателен по-своему. То есть, во-первых, это тройка драконов, это Апеп, это костяной дракон и это дракончик смерти. Отличные герои. Ну, во-первых, Апеп зайдет, в принципе, во многие пачки, даже для лиги, потому что герой хороший, у него есть полет, соответственно, ему страшны только стрелки и ближники с полетом. Плюс у него, ну, не так уж и мало здоровья, скажем так. Маловато, конечно, но ничего. Плюс он при атаке дает перерождение случайному союзнику, кроме зданий. То есть, если он продержится хотя бы 2 хода, то это уже огромный буст, потому что 2 ваших героя получат перерождение случайных. Ну и также при смерти союзника он призывает руну на 24 урона на вражескую клетку. Эта руна одноразовая, это не как у пирата. То есть он руну поставил, на нее противник выставился, получил урон, все, клетка чистая. Ну и также при смерти союзника он набирает себе атаку. Его младший собрат это костяной дракон. Он дает перерождение случайному союзнику хаоса при выходе, то есть один раз. Вот он дал перерождение союзнику хаоса, все. Последующие его атаки и прочее, это уже ничего давать не будет. Ну и также он имеет взрыв, плюс полет. То есть взрыв это он наносит 18 урона там врагу и вокруг него. Вот он наносит 18 единиц урона. Тоже не так уж и плохо. Ну и вот дракончик смерти, он имеет перерождение и имеет полет. Он частенько выпадает в той же самой там башне тьмы, яме. То есть он неплохо заходит, потому что имеет перерождение, плюс имеет полет. То есть там уже более вариативно, потому что не всегда выпадают те герои, которые могут его сходу законтрить, и он может принести немало пользы. Конечно, здоровье у него подкачало. Так, после этого у нас идет, соответственно, один из топовых стрелков хаоса, это Йорик Восставший. То есть наносит героям в линии урон. Когда он перерождается, он опять же наносит урон героям в линии. Также при убийстве получает атаку, ну и имеет, соответственно, вот это самое перерождение. То есть герой отличный, но при определенной прокачке. Далее, это, во-первых, здесь его нету, но сейчас я его покажу. У него там не перерождение, а он немножечко по-другому работает. То есть он дает атаковавшему врагу способность в начале хода, он получает 6 единиц урона, ну и имеет перерождение. Герой, опять же, неплохо подходит для той же самой башни тьмы, ямы и прочего. Ну и его младший собрат Пугало, тоже перерождение, и наносит 8 единиц врагам порядка. Также вот у нас есть расколотая душа. Это, скажем так, слабый ореол. То есть дает кровотечение врагам в линии при выходе и имеет перерождение. И опять же дает кровотечение. Ну и сейчас мы это уберем. Так. Вот. И сейчас я вам покажу еще одного героя. У него механика немножечко другая. Это Фредди, хозяин ужасов. То есть он наносит 13 единиц тем героям, кроме хаоса при выходе. При смерти дает случайному врагу, кроме зданий, способность. При смерти призывает Фредди, хозяина ужасов, в первый ряд врага. То есть 3 раза это делается, вот потом будет 4. Соответственно, то есть Фредди умирает, он вселяется в какого-то врага. Когда вы убиваете врага, Фредди опять появляется. И, соответственно, опять наносит 13 единиц урона всем, кроме хаоса. И так 3 раза подряд. Ну, если не будет либо враг засален, когда в нем Фредди, либо сам Фредди не будет засален. Но герой при топовой прокачке просто топчик. То есть вообще очень жесткий. Так. Это что касается... Так,
Сейчас. Это что касается перерождения. Теперь поговорим о здоровье. Здоровье у нас, как видите, уже очень много героев. То есть, ну, для начала это Мардин Каэр. То есть, вот его умение, которое позволило ему находиться в этой вкладке. То есть, в конце хода дает плюс 10 союзникам ближнего боя за каждого союзного кролика. Это его первое умение, соответственно, при атаке призывает кролика. 9-5 в ряд. Это тоже стрелок будет кролик. Соответственно, вот. И союзный кролик убит, накладывает немоту на убившего врага. То есть такой тоже герой поддержки, скажем так. При этом у него очень неплохо для стрелка здоровье, очень неплохая атака. То есть герой неплох, но заходит он довольно редко в пачке, потому что есть более сильные полезные стрелки. Также сработало отравление врага, получает вот регенерацию. И при убийстве получает равное 25% атаки здоровья. Это у нас ядовитый Мантос. Герой ближнего боя попадается крайне редко. Он вообще в катках очень-очень редко, потому что здоровья у него довольно мало. Он может набрать здоровье, но при этом любое сало, и он 27, то есть, ну, такое себе. Вот этот уже попадается почаще, это Тейрал Калхорн. То есть при смерти врага с кровотечением дает плюс 31 союзникам в ряду, включая себя. То есть он может довольно быстро себе настакать здоровье. Соответственно, перед атакой он раскидывает кровотечение 3 случайным врагам. Ну, с прокачкой кровотечения также будет усиливаться. Ну и в начале хода получает плюс 10 за каждого врага с кровотечением. То есть настакать себе атаку и здоровье плюс союзникам он может очень даже неплохо. Ну, Доминус Властелин Роя у нас за счет вампиризма, во-первых, живет. Плюс перед атакой он получает доп. Атаку, они суммируются. И при убийстве получает плюс 18 здоровья. То есть здоровье он тоже может набрать очень-очень даже хорошо. Юстия, соответственно, богиня закона. То есть она накладывает промах на случайного врага. Перед атакой дает атаку в ряду, равную 50% своего здоровья. И в конце хода получает плюс 8 за каждого союзника порядка. То есть, понимаете, если она играет в колоде порядка, соответственно, ей набрать это здоровье и плюс потом раскидать атаку очень даже нетрудно. Здесь при убийстве это у нас Шершах наносит урон равный 25% случайному врагу вокруг убитого. Перед атакой получает атаку за каждого раненого героя. Ну и вот это умение получает плюс 9 за каждого соседнего врага. То есть тоже может хорошо ударить, может почистить стол и при этом еще и здоровье немножечко получить. Вот Легион Бог Войны. Это... Ну, если у вас чистая пачка порядка, то там обязан быть легион. То есть при смерти врага дает союзникам порядка атаку. При атаке дает плюс 8 союзникам порядка, а так как атаки у него суммируются. Вот, при атаке союзника порядка получает дополнительную атаку на один ход. То есть у него там, допустим, 10 атак. Походили там герои ваши, та же самая там Грейс раскидала 7 атак, там, или Ярость 4. То есть он за каждую атаку будет давать плюс 8. Соответственно, настакать союзникам здоровья он может очень даже не кисло. Ну, Цукумагами не особо используемый герой, я его уже очень давно не видел нигде. Попадался он не только в этом, в Яме там, по-моему, он на каком-то из боссов был. В Лиге я его уже не видел 1000 лет. То есть довольно посредственный герой сам по себе. Любой герой получает бонус атаки, получает плюс 4, уклонение имеет, то есть ему не страшны стрелки. И перед атакой союзника получает плюс 6. То есть если ставите его в нижний ряд, соответственно, может настакать здоровье, если врагов много, но поможет ли вам это или нет, я не уверен. Так, Фрост, ну это опять же один из топовых героев стрелков порядка. При появлении союзника порядка замораживает случайного врага, включая себя. То есть при выходе она уже одного заморозит. В конце хода снижает здоровье случайного замороженного до единицы. И в начале хода дает плюс 7 союзному варлорду за каждого врага. То есть стоит 7 врагов, получит 49. Вот такие вот дела. Разобрались с этим. Переходим к мистеру Лоскуту. Невосприимчивость. Атакован снижает здоровье атаковавшего врага до единицы. То есть ему надо, соответственно, гнать здоровье. При появлении союзника, кроме зданий, дает ему ей плюс 25 единиц. Что просто супер.
Также Некро, Мастер Лич. В конце хода призывает мертвячков. При смерти мертвячка получает плюс 5 единиц здоровья. Ну, соответственно, при прокачке будет увеличиваться. Ну и при смерти мертвячка наносит 5 случайному врагу. Очень хороший герой, плюс заходит в золотую шахту вместе с топором. Герой полезный, качать стоит. И в пачку он вам тоже может зайти, если у вас, например, там она сделана под Голиафа. То есть эти мертвячки заходят под Голиафа просто топово. Так, Кернон Архидруид крадет 11 у врагов, кроме природы, при появлении. При смерти призывает тотем 0.24, то есть в Анакауре, который возвращает урон варлорда, который получил. И в конце хода получает плюс 10 за каждого союзника природы. То есть желательно, конечно же, его ставить в пачку природы, например, вот с той же самой Мелии, плюс добавить еще там черепашек на шипы можно попробовать и прочее, и прочее. Мелия у нас сработало отравление, наносит урон вражескому варлорду в пределах. Сработали шипы союзника, дает плюс 16 союзникам. Вот как я и говорил, то есть надо комбинировать. Если берете Кернуна, уж тогда Мелию с шипами, с ядами, то есть флосс, там жаба и прочее, и прочее, и прочее, и прочее. Либо там Ананта королева. То есть в конце хода отравляет на 13 двух случайных врагов. То есть здесь и яды, и здоровье, если вы с шипами комбите, и урон по варлорду закрытый. Так, следующий у нас это, соответственно, Тритон, Вестник Глубин. Атакован накладывает немоту на атаковавшего героя. В конце хода дает плюс 11 союзному варлорду. И при атаке врага получает плюс 13. То есть, опять же, если вы его ставите довольно низко в нижние ряды, соответственно, он может успеть настакать хорошенько здоровье. Ну и плюс, когда его атакуют, он, соответственно, накладывает немоту. В этом плане герой хорош, но не играет он сейчас особо. Во-первых, потому что и остров все таскают замечательную нашу. Во-вторых, потому что просто герой не особо заходит, есть танки и поинтереснее. А вот Дарк, Железная Дева, довольно интересная девочка. У нее одно всего умение, грубо говоря, не считая щита стрельбы и невосприимчивости. Перед атакой дает плюс 7 союзников. То есть, опять же, вы ее выставили там либо на закрытую клетку после танка, либо еще что-то. И, соответственно, враг собирается атаковать, все получили здоровье. Еще атаковать, еще получили здоровье. И так по кругу. Если это сделать с токсинами, например, которые будут резать врагу атаку, то можно тут тоже очень интересные комбинации придумать и накидать на здоровье так, что хрен пробьешься. Также у нас есть вот такая вот Диана, царица амазонок. Получает плюс 8 за каждого врага. Контратаку имеет и при атаке получает бонус атаки, равный своему здоровью. То есть, в принципе, здоровье она себе может настакать немало. Плюс атаку она вообще там бешеную сделает. В общем, тоже такая. Но, опять же, очень легко поддается немоте. Плюс можно ее полетом контрить, заморозками. Вариантов немерено, как ее можно законтрить. Иштмала, древний бог, замечательный герой. Он вам охрененно поможет в приключениях. Вы просто будете на него молиться. Он... Без него там вообще на половине приключений, в принципе, делать нечего. Его можно заменить, но это будет очень сложно и гораздо труднее проходить. Если у вас, конечно, там не топ-герои, что вы выпускаете Фредди и прошли, грубо говоря, этап приключений. У меня такого нет. Поэтому я использовал Иштмалу. У меня есть этот ролик на канале. И великолепно он там заходит, морозит всех стрелков. В общем, класс полный. Итак, атакован замораживает врагов дальнего боя на один ход. Имеет невосприимчивость, то есть его нельзя ни засалить, ни немоту на него кинуть, ничего. Можно поставить его на клетку с какой-то руной, и ему ничего от этого не будет. И в начале хода дает плюс 20 союзникам, вот повыше его 5 карточек осталось, будет давать плюс 27. То есть он разбафывает стол, очень здорово. Если делать, допустим, какую-то, попытаться карту, колоду сделать чисто на забафах, то есть совместить их с той же самой Дарк, Иштмала там и прочее, на невосприимчивости чисто, плюс добавить туда стрелков качественных, то, мне кажется, эта колода будет, довольно интересной. Я попробую такую собрать в ближайшее время и показать вам. Так, с Иштмалой разобрались. Есть у нас вот еще такая девочка, тоже очень интересная у нее механика, но частенько это выглядит, конечно, ужасающе, и после этого можно ливать сразу. То есть у нее есть вот такое умение, наносит врагам урон, равный 50% случайного врага. Так как там есть кусты, у которых там иногда и 1 здоровья остается, и 5 здоровья остается, то очень обидно видеть, когда она выходит и вообще ничего не наносит.
при смерти союзника дает плюс 5 союзному варлорду. Ну, маловато, скажем так, даже плюс 8 это маловато. Появление мужчины получает плюс 10. Ну, вот такая вот девчушка, здоровья немного, то есть танковать она в принципе может, но она свое умение использовала один раз, и фактически все. То есть, ну, будет она стакать себе атаку, такое себе, скажем так. Грут Безмолвный Страж, замечательный герой, который вам опять же поможет классно в приключениях, особенно где против вас будет играть Худу со своим Ванакаури, потому что Грут станет сам Ванакаури. То есть если все обычно там выпускаешь Салера, он салит героев, Грут салит здания. То есть поэтому он вам там будет тоже, опять же, очень полезен, и с ним можно будет гораздо проще проходить приключения. А так он накладывает немоту на врагов в линии, включая здание. Вот это вот дополнение, это просто делает его топом. В конце хода получает плюс 14 здоровья, ну и также имеет небольшой блок, плюс 4. Замечательный герой, всем советую его использовать в приключениях. Также у нас есть Злой Санта, который также может избавиться от Ванакаури, превратив его в подарок. Он превращает все в Ванакаури, все что угодно, в подарок, все что угодно. И здания, и героев, и все прочее. Союзный варлорд атакован, дает плюс 4 союзникам порядка. Ну, такое себе, это даже копеечка к копеечке, скажем так. Ну и имеет блок 7. Так, следующий у нас это Матриарх Иона. При смерти союзника получает плюс 15. При атаке наносит 8 врагам вокруг цели и имеет полет. Вот так вот. Вот так вот мы мадьем. При атаке наносит так. И при смерти союзника получает плюс 15. То есть чисто на себя, не командный игрок. Все в соло, но при этом полет, набор здоровья, может танковать. И плюс наносит небольшой взрыв. Так, следующее у нас это... Разбирать буду только легендарки уже здесь. Очень много, потому что героев попадает под эту вкладку. Я не уверен, что и 5 вкладок мы сегодня с вами осилим. Скорее всего, на этом мы остановим. Так, Анак, Принцесса Дракон. В конце хода дает плюс 6 союзников. При атаке отравляет на 5 врагов дальнего боя и имеет полет. Средненький очень стрелок природы. Есть гораздо интереснее и полезнее герои. А здесь, ну, всего по чуть-чуть и как бы не особо и нужно. Также у нас есть Кощей Бессмертный, который режет атаку всем врагам на один ход при появлении. При появлении врага получает плюс к здоровью и в начале хода получает бонус атакой, равный своему здоровью. То есть герой хороший, но опять же, если его ставить, то по-хорошему, конечно, нужно ставить его на вторую клетку, чтобы, ну, если у противника есть либо Худу, либо Ванакаури, либо еще что-то в этом роде. То есть, потому что атаку он набирает очень быстро. Если грамотно соперник выставит под вас Ванакаури, то, соответственно, вы можете просто внести весь этот урон в своего варлорда. Поэтому все-таки я стараюсь, если им играю, ставить его на вторую клетку, чтобы, ну, если вижу, что у противника есть контра, чтобы потом его, если что, перекрыть просто другим танком. Потому что иначе это смерти подобно. Герой неплохой. Также вот есть у нас Титания. Перед атакой врага ближнего боя дает плюс 6 союзникам ближнего боя, включая себя. Ну и в конце хода дает там плюс 8 союзным женщинам атаки и имеет уклонение. То есть стрелки не страшны. Посредственный танк, ничего особо полезного в ней нет и практически нигде она и не играет. Также есть вот такой танк, это королева Ананта, которая просто бешено набирает себе здоровье. И если стол у противника неплохой, и в принципе потом она в одно лицо может ряд спокойно держать. То есть отравляет на 6 врагов. Сработало отравление врага, получает плюс 14 здоровья. Сработало отравление врага, отравляет на 4 врагов вокруг цели. Вот такая вот ерундистика. Набирает она здоровье просто там, если у противника на столе что-то стоит, там 4, 5, 6. То есть, соответственно, она там под сотку здоровья себе получает, плюс отрава пошла, та же самая Мелия, и яды потекли в варлорда. То есть неплохой герой, но под нее опять же нужно собирать пачку. Просто так ее в солянку брать бессмысленно. Так, вот такой у нас есть герой. Тоже в начале хода дает плюс 7 союзникам за каждого призванного зомби. Ну, соответственно, это надо собирать хаос на тех же самых мертвячках. То есть это надо брать Нила, это надо брать Мертвого Лорда. Ну и, соответственно, плюс у него еще накладывает немоту, это как Александрия. И призывает врата ада перед собой, то есть 0.55.
Вот, и из них там будет выходить мертвячок, и плюс, если в них попадают, то, соответственно, тоже он выпускает этого стрелка небольшого. Также вот такой у нас есть Мэйв, тоже такой герой своеобразный, она как бы, ну, герой поддержки, атаки, ну, не скажу, что прям много, здоровья тоже не так, чтобы шибко на таких прокачках, ну, как у меня, вот если 11 брать, ну, 54-64, ну, для 11 уровня ее снесут. То есть, либо тут плюс, чтобы она шла, либо еще что-то. В начале хода дает регенерацию плюс 4 союзникам ближнего боя. Сработала регенерация союзника, дает плюс 5 союзникам, включая себя. Ну и при смерти врага дает плюс 9 союзному варлорду. То есть, да, если мелочевки много, стоит у вас Мэйв, выпускаете там того же самого Стрика, либо там любого массовика, ту же самую там этот Бастет, того же самого Фредди, Дьявола Мистера. И, соответственно, можно здоровье поднабрать. Ну, не знаю, стоит ли оно того. Также у нас есть Маркиз де Сад, это союзника такого отравляет атаковавшего врага. Сработали шипы союзника, дает плюс 10 союзников вокруг себя. Ну, вот это надо, как я говорил, с черепашкой делать колоду. Плюс Мелия, плюс Флос, плюс там еще кто, та же самая Антанта там с ядами и прочее. И чтобы это и с шипами, и с ядами все это работало. И они набафали себе здоровье. Ну а здесь у нас основная вкладка, это вот при смерти исцеляет союзного варлорда на 55. То есть не так в принципе и плохо. И плюс сам по себе герой неплох, если собираете колоду с ядами, то Десад заходит. Также у нас есть Мисс Лапен. В конце хода дает пробивание 11 и при атаке замораживает врагов в линии. То есть отлично она работает, если вы не убили, допустим, первого врага, а снесли ему, ну, там, большую часть здоровья, при этом он остался жив и весь ряд замороженный, соответственно, у противника этот весь ряд никак не проконтрить Мисс Лапен, следующий урон она опять нанесет. И сработало пробивание союзника, получает плюс 5, то есть такая индивидуалка, все на нее тратится. Так, ну и осталось у нас пара героев, это, во-первых, Принц Нот, в конце хода вот получает шипы, он при появлении союзника природы получает плюс 6. Вот его можно контрить, вот, точнее делать колоду вот с ним и с теми, потому что, ну и при атаке он наносит 6 врагам ближнего боя, ну, подниму я его там до 6, будет 10 наносить. Ну вот, шипы неплохо, 20-ник, плюс наносит врагам ближнего боя, если делать именно колоду под шипы и яды, то, в принципе, можно его брать как танка, но, конечно, уже вот, ну, хотя бы вот на такой прокачке, на 11 левеле. Так, и вот такой у нас Эрик Серый, тоже он единоличник. Атакован дает дополнительную атаку союзникам дальнего боя. Вот это вот единственное вот его умение, оно очень полезное. То есть если у вас стоят стрелки, если его много атаковали, а здоровья у него немало, то он может раскидать доп. Атаки и, соответственно, там все будет нормуль. Вот, при появлении врага он крадет у него 11 атаки. И при смерти врага, кроме зданий, получает плюс 9. То есть, ну, прокачать опять же там будет плюс 11, ну, так, если 12, если так брать. Вот, до 11 докачаем, соответственно, очень неплохой танк получается. С кражей атаки, раскидыванием дополнительных атак. И получает плюс 16 здоровья. То есть герой на самом деле недооцененный. Редко я его где встречаю, но я им играл очень много. Очень долго он у меня находился в пачке, даже когда у меня были, ну, замены уже для него. Мне нравился этот герой. Поэтому могу вам посоветовать. Ну, эпики я уже реально разбирать не буду. Давайте вот выборочно таких выберу, которые в принципе, ну, хотя бы где-то играют. Ну, это для начала, конечно же, вот, Ужас из глубин тоже поможет вам в приключениях и не раз. Особенно, когда колода порядка против вас, чистые там есть такие. При появлении героя, кроме хаоса и зданий, замораживать его на один ход. Ну и сработал вампирин союзника, дает плюс 8 союзникам. Вот это умение при появлении героя, кроме хаоса и зданий, замораживать на один ход, вам приключениям поможет просто бешено. Если вы играете против порядка, кладите его в колоду, неважно какой он у вас прокачки, неважно, что он там будет, ряд не будет, потому что то, что он сходу замораживает, и вы можете спокойно избавиться от этого врага, это дорогого стоит. Герой отменный. Ну и в принципе, кого я еще иногда вижу? Как неудивительно, вот этого я вижу чувачка, ассасин. При атаке накладывает немоту на атакованного врага. Классное умение. И при убийстве получает плюс 9. Вот, как это ни странно, он иногда попадается. Ну и синих героев, понятное дело, ну, уже никто не ставит. Из белых тем паче. Все.
Иначе очень долго опять получится. Разобрали мы с вами перерождение, разобрали мы с вами плюс к здоровью героев. Ну, соответственно, следующее мы что сделаем, это будет блок иммунитет плюс исцеление. Это будет вторая часть по фильтрам. Ну, что я могу сказать? Ребят, спасибо за просмотр. Всем благодарен. Подпишитесь, кому не трудно, на канал. Ставьте лайки, дизлайки. Пишите комментарии, обратная связь очень важна. Как вы видите, я всегда стараюсь все-таки отвечать на комментарии. Если что-то спрашивают, если что-то интересно, пишите, мне ответить не трудно. Ну а сегодня я благодарю вас еще раз за просмотр. Всем спасибо. Пока-пока. Пока.